Русский исторический анекдот. От великого до смешного один шаг. О заслугах. Когда получили известие о взятии Очакова, то любимец императрицы, граф Алексей Григорьевич Орлов, дал большой обед в Москве по этому случаю. Сидят все за столом, и хозяин во всех орденах и с портретом Екатерины за спиной. Среди обеда, и будучи уже навеселе, Орлов подозвал к себе расхаживавшего вокруг стола дурака Иванушку, шута Ивана Нащекина, и дал ему щелчок по лбу. Иванушка потер лоб и пошел опять ходить кругом стола. А через некоторое время подходит к графу Алексею Григорьевичу и, указывая на изображение государыни, спрашивает его: «Это у тебя что такое?» «Оставь, дурак, это портрет матушки нашей императрицы», — отвечал Орлов, и при этом приложился к портрету. Иванушка воскликнул: «Да ведь у Потемкина такой же есть». Орлов: «Да, такой же». «Потемкину-то дают за то, что города берет, а тебе, видно, за то, что дураков в лоб щелкаешь». Доходная должность. Когда Потемкин сделался после Орлова любимцем императрицы Екатерины, сельский дьячок, у которого он учился в детстве читать и писать, наслышался в своей деревенской глуши, что бывший его ученик попал в знатные люди. Дьячок решился отправиться в столицу и искать его покровительства и помощи. Приехав в Петербург, старик явился во дворец, где жил Потемкин, назвал себя и был тотчас же введен в кабинет князя. Он хотел было броситься в ноги светлейшему, но Потемкин удержал его, посадил в кресло и ласково спросил: «Зачем ты прибыл сюда, старина?» «Да вот, ваша светлость», — отвечал дьячок, — 50 лет Господу Богу служил, а теперь выгнали за неспособностью. Говорят, дряхл, глух и глуп стал. Приходится на старости лет побираться мирским подаянием, а я бы еще послужил матушке-царице. Не поможешь ли мне у нее чем-нибудь?» «Ладно», — сказал Потемкин, — «я похлопочу. Только в какую же должность тебя определить? Разве в соборные дьячки?» «Нет, ваша светлость», — возразил дьячок, — «ты теперь на мой голос не надейся. Нынче я петь-то уж того, ау. Да и видеть, надо признаться, стал плохо, печатное едва разбирать могу. А все же не хотелось бы даром хлеб есть». «Так куда же тебя приткнуть?» «А уж не знаю, сам придумай». «Трудную, брат, ты мне задал задачу», — сказал, улыбаясь Потемкин. «Приходи ко мне завтра, а я между тем подумаю». На другой день утром, проснувшись, светлейший князь вспомнил о своем старом учителе и, узнав, что он давно дожидается, велел его позвать. «Ну, старина», — сказал ему Потемкин, — «нашел для тебя отличную должность». «Вот спасибо, ваша светлость, дай тебе Бог здоровья». «Знаешь Исаакиевскую площадь?» «Как не знать, и вчера, и сегодня через нее к тебе тащился». «Видел Фальконетов монумент императора Петра Великого?» «Еще бы». «Ну, так сходи же теперь посмотри, благополучно ли он стоит на месте, и тотчас мне донеси». Дьячок в точности исполнил приказание. «Ну что?» — спросил Потемкин, когда он возвратился. «Стоит, ваша светлость». «Крепко?» «Куда как крепко, ваша светлость». «Ну и хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалование же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь можешь идти домой». Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя Потемкина. Хандра. На светлейшего князя Григория Александровича Потемкина
часто находила хандра. Он сутками сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, пока князь пребывал в таком состоянии, накопилось множество бумаг, требовавших немедленного разрешения, но никто не смел войти к Потемкину с докладом. Молодой чиновник по фамилии Петушков вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотой и с нетерпением стали ждать, что будет. Петушков с бумагами вошел в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесанный, грызя в задумчивости ногти. Петушков смело объяснил, в чем дело, и положил перед князем бумаги. Князь молча взял перо и подписал их одну за другой. Петушков поклонился, вышел в переднюю и с торжествующим лицом провозгласил: «Подписал». Все кинулись к нему, глядят, бумаги и в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец, нечего сказать, сумел-таки вывести князя из уныния». Но тут кто-то всмотрелся в подпись. И что же? На всех бумагах вместо «князь Потемкин» подписано «Петушков». Но однажды генерал-граф Сергей Лаврентьевич Львов ехал вместе с Потемкиным в Царское Село и всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить слова, потому что светлейший князь находился в мрачном настроении духа и упорно молчал. Когда Потемкин вышел из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал: «Ваша светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба». «Какая?» — спросил изумленный Потемкин. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогою». Потемкин расхохотался, и хандра его, конечно, исчезла. Раненый. Историк, писатель и государственный деятель Иван Перфильевич Елагин стал особенно известен опытом повествования о России до 1389 года, получившим одобрение императрицы. Он был же главный директор придворной музыки и театра, про которого Екатерина говорила: «Он хорош без пристрастия». Но государственный муж имел при всех достоинствах слабую сторону — любовь к прекрасному полу. Находившийся в престарелых уже летах, Иван Перфильевич, посещая любимую артистку, вздумал на ее глазах делать пируэты перед зеркалом и вывихнул себе ногу, так что стал прихрамывать. Событие это было доведено до сведения государыни. Она позволила Елагину приезжать во дворец с тростью и при первой встрече с ним не только не объявила, что знает настоящую причину постигшего его несчастья, но приказала ему даже сидеть в ее присутствии. Елагин воспользовался этим правом, и в 1795 году, когда покоритель Варшавы Суворов имел торжественный прием во дворце, все стояли, исключая Елагина, желавшего выказать свое значение. Александр Васильевич бросил на него любопытствующий взгляд, который не ускользнул от проницательности императрицы. «Не удивляйтесь», — тихо сказала Екатерина победителю, «что Иван Перфильевич встречает вас сидя. Он ранен, только не на войне, а у актрисы, делая прыжки».